Здравствуйте. Недавно у Познера выступал уважаемый украинский политолог Михаил Погребинский. Разговаривали о многом, но главная тема, конечно, были выборы на Украине. И Погребинский как-то вяло, так неуверенно сказал в интервью, что вот, мол, это у нас и есть демократия. Наверное. Познер тут же ухватился за эту мысль, и, может быть, она вообще была проплачена заранее. И в конце он выдвинул по этой теме целый монолог. Становится ясно, что именно для этого он и приглашал-то Погребинского. Именно для того, чтобы вот в конце нас всех, россиян, так немножечко окунуть так в дерьмецо. Я предлагаю послушать этот монолог. Говорили с Михаилом Погребинским, и это тема, которой я слегка коснулся. И вначале это прозвучало. Я говорю, все-таки нужно признать, что на Украине, в смысле того, как прошли эти выборы, что там есть демократия. Да, фиксируем, что Познер усмотрел демократию на Украине с подачи Погребинского. Вот что же тот сказал конкретно? Цитата. Первая моя реакция, не совсем это у нас на Украине демократия, у некоторых людей нет возможности оппонировать курсу, и поэтому внутри лагеря прозападного там как бы демократия, но потом я пришел к мысли, что все же это демократия, но люди же хотели. Знаете что, уважаемый Михаил Борисович, если так рассуждать, то при СССР тоже у некоторых людей вроде не было возможности оппонировать курсу. А внутри КПСС там было все на принципах демократизма, коммунизма и прочее. Может быть, так еще немножко подумаете, придете к мысли, что и в СССР была тоже демократия. Ведь люди же когда-то хотели революцию и прочее. Боюсь, Михаил Борисович, демократия – это только нечто большее, чем видимость выборов. Не идеальный, идеальный вообще не бывает, и там много проблем и все-таки и прочее, но... Да, не идеальная. Подумаешь, Компартия там практически под запретом, хотя в разные годы занимала там 20-30%. Подумаешь, политические оппоненты укронацистов, кто убит, кто в тюрьмах, гонения на русскоязычных, запрет российских СМИ, запрет голосования граждан Украины в России, прочие мелкие шалости. Естественно, подспудная мысль, что российские изъяны демократии, типа, например, проблемы с недопуском Навального, это-то да, это гораздо серьезнее, да. Хотя вообще-то его деятельность даже не запретили, он говорит и будет говорить, что хочет. Невозможно спорить с тем, что вот эти выборы были демократичными, и что... Да, невозможно. Когда в финале выборов участвуют два еврея, при том, что их доля в населении Украины там 0,5, то, конечно, да, это демократия. Запомнили? Украинцам подсунули вместо одного еврея другого, помоложе. Третий из Москвы это все хвалит. Я бы сказал, разгромная победа никому неизвестного не так давно, в смысле, как в политике, человека, 70 с чем-то процентов против 20 с чем-то процентов, это и есть проявление этой самой демократии. Почему считаем? Степень непопулярности Порошенко была такова, что выиграл бы, наверное, даже и Познер против него. Зеленский подвернулся. Почему считаем нужным об этом говорить? Потому что в наших страстях про, контра, нравится, не нравится, мы зачастую не хотим признавать какие-то вещи, которые не встраиваются в нашу общую точку зрения. У них не может быть демократии, вот и все. И вот такая точка зрения – это слепота. Слепота 100%. Господин Познер, русский народ видит гораздо больше, чем вы думаете. Например, мы видим, что в огромной Украине почему-то не нашлось ни одного достойного украинца для того, чтобы бороться в финале выборов. А еще мы видим, что вы пиарите нацистский режим Украины на Первом канале за государственные деньги России. А слабо вам поехать там в Киев и на Центральном канале сказать: знаете, в России тоже демократия. Она не идеальная, подумаешь, там идеального не бывает. Она демократия. Люди же хотели Путина. Такое-то вряд ли возможно. Которая не позволяет видеть то, что будет, которая не позволяет готовиться к тому, что будет, потому что расчет-то
ошибочной. Никто этого не ожидал, что Порошенко проиграет, конечно. При том, что Порошенко было в начале кампании 8% голосов. Он замыкал пятерку кандидатов, не выполнял предвыборные обещания, возглавлял антирейтинг. И вот то, что произошло на Украине, было абсолютно неожиданным, я думаю, для всех. По разным причинам, но для всех. Очень мудро сказал. На Украине последние 20 лет действующий президент постоянно проигрывает. Порой, кстати, в третьем туре. Если какая-то команда, например, в футболе 20 лет подряд не может выиграть второй матч, ну, очень сложно прогнозировать, что и в этот раз сольет. Ну, невероятный прогноз, но очень мудрый Познер. Потому что неправильно оценили положение. Неправильно оценили положение в самой Украине, неправильно оценили самих украинцев. А украинцы вообще голосовали. А я-то думал, это олигархи 25 лет как выбирают президентов Украины. А оно, оказывается, вон как демократия. Олигархов, наверное, на Украине нет вообще. Вот вопрос всем слушателям. Как вы считаете, а возможно ли вообще демократия при олигархах? И мне кажется, что это такой, знаете ли, это иллюстрация того, как ошибаются люди, которые не желают видеть то, что есть, потому что это не соответствует их убеждениям. Каюсь, грешен. Моим убеждениям не соответствует еврейский междусобойчик, а может быть, кто его знает, может быть, это и был еврейский договорничок? Убеждение тут ни при чем. Нужно суметь признать факты. Давайте признаем факт, что молодой еврейский клоун без политического опыта вообще смог развести доверчивый украинский народ еще на 4 года. Факт в том еще, что админресурс, который Порошенко, конечно же, пытался использовать, он не сработал. Так вот, там не любят и даже и не боятся. Госмашина на Украине разболтана, тоже факт. И если они не нравятся, их тоже надо признавать. По крайней мере, таково мое убеждение. Здесь он прямо говорит, что даже если еврейская олигархическая власть вам не нравится, то, ребята, надо признавать и молча терпеть. Ну, это, соответственно, собственно, все, что остается украинцам. По мне так, прыжок Хакелы Познера явно не удался, все мимо. Если вы не согласны, напишите в комментариях. Согласны? Ставьте лайк. До новых встреч!